одном из номеров журнала мы рассказывали об уникальном приборе, с помощью которого можно определять места гибели людей на воде. И вот мы находимся в гостях у автора этого прибора, Геннадия Александровича Сергеева, доктора технических наук, капитана первого ранга в запасе. Геннадий Александрович, у меня к вам один вопрос. Какова судьба этого прибора? Судьба этого прибора на основной элемент получено соответствующее авторское свидетельство. Оно имеет авторское свидетельство. И на сопряженной с этой разработкой, то есть порядка 4-5 имеется авторских свидетельств. Потому что сама процедура дешифрирования памяти воды, она сопряжена с тремя направлениями. Техническое направление создания соответствующего прибора датчика, это на жидких кристаллах сделано. Дальше создание специальной электронной аппаратуры, которая на чисто таком языке специальным будет называться там блок нелинейной фильтрации. И, наконец, создание математической модели, которая позволила бы вскрыть более тонкие структурные изменения в воде, чем это достигаемо современными метрологическими, так сказать, средствами, привлекаемыми в гидротехнике. Основное свойство воды, как вот сложной физико-химической структуры, заключается в ее крайней степени изменчивости. И поэтому существует утверждение, что нельзя войти в одну и ту же воду. Вы можете налить 10 стаканов, но в каждом стакане вода будет отличаться по своей структуре. И передо мной стояла чрезвычайно сложная задача, на каком же физико-химическом уровне можно действительно уловить вот эти тонкие структурные изменения. Было очевидно, что потребуется совершенно новый математический аппарат. Почему? Потому что для регистрации сверхмалых, но как бы микрочастиц материи, которые по своей структуре будут меньше, то есть атомов, нужно использовать очень сложный нелинейный, так сказать, аппарат, нелинейный дифференциальное уравнение со стохастической правой частью. Это особый класс уравнений. Мы научились решать эти уравнения. И выяснилось, что в сложном есть и своя логика простоты. А логика простоты заключается в том, что мы подобрали критерии, по которым можем определять стационарное состояние воды. Геннадий Александрович, ваш прибор фиксирует энергетический выплеск из человека в момент его смерти. Совершенно верно, да. Вот этот вот импульс, который может 200 тысяч раз превышать среднюю энергию того субстрата, который мы называем биополем, это расчеты показывает, здесь очень сильный импульсный сигнал появляется, который изменяет атомную структуру воды в окружающем пространстве. И надолго она сохраняется, это Значит, вот как показали эти исследования уже прогностического плана, сохраняться может эта структура примерно от месяцев и до многолетия, до 400 лет примерно. Но вы сказали, что можно и как бы предупреждать гибель людей на воде. Совершенно верно. Прежде чем человек погибает, он элементарно испытывает недостаток кислорода. Вот эта фаза недостатка кислорода приводит к изменению парамагнитных свойств крови. Есть понятие точка Кюре, парамагнитной реакции крови резко изменяется, излучается микромагнитный поток типа сложно поляризованное излучение. И вот это излучение может быть зафиксировано короткодипольными молекулами воды, которые начинают закручиваться, изменяется кинетика, так сказать, вращения. А затем с помощью, так сказать, теории, которая дает возможность утверждать, что есть взаимодействие между полимерной структурой воды и полимерными веществами типа жидких кристаллов, создается специальный детектор, жидкокристаллический преобразователь, который переводит энергию вращающегося микромагнитного поля, поляризационный эффект, в электрический сигнал. А дальше уже дешифрирование этого сигнала, и выдается признак, что вот в этой окрестности 150 метров
где может одновременно в воде находиться до сотни людей в местах массового купания, с кем-то из окружающих возник признак стрессорной реакции. Значит, тогда сразу дается определенный сигнал тревоги, и этот спасательный, в общем-то, служба получает информацию прямо как бы по радиоканалу. Он это отслеживает какие-то импульсные изменения в звуковом спектре и ориентируется на том, что возникает большое количество, вот, скажем, таких стрессовых реакций. Было подтверждено, да, то есть даже человек в скафандре, то есть, может быть обнаружен, то есть в воде на расстоянии десятки метров. Ну, Вот. получается так, что дальше интереса, простого интереса дело не пошло. До Да. массового применения. Да, да. И причина тут одна. Это чисто психологического сорта, вот, научный барьер. Он заключается в том, что прежде чем делать эту систему, нужно разобраться с теоретической подоплекой. А мы очень большие лентяи. Мы вот теорию случайных процессов даже в университете не преподаем. А в основе лежит все-таки достаточно сложная математическая теория. То есть мы свободно оперируем такими терминами, как термодинамика, как температура, как, вот, скажем, энергетические параметры. А здесь дело связано с очень специальным видом термодинамических закономерностей. То есть термодинамические закономерности двух типов могут существовать. Стационарные, для которых выведены все теории, и термодинамик так называемых неравновесных нестационарных систем. Так вот, вода как раз относится к нестационарным системам для своих критериев. Когда будет все-таки применено это устройство уже в массовом порядке? Значит, где-то через месяц у меня на ревизии, вот последний вариант моего прибора в Харькове, у меня есть хороший ученик, который, собственно говоря, владеет вот методологией синтеза таких электронных систем. Значит, сейчас ему дано задание, где-то на будущий месяц я поеду в Харьков и привезу прибор, который можно будет продемонстрировать. Чувствительный элемент находится внутри массивной оболочки, выполненной в форме объемной кардиоида. Это напоминает форму сердца. Расчеты показали, что действительно пространственная избирательница будет обладать вот такая форма. Но теперь я должен заметить следующее. Для того, чтобы провести всю эту разработку, пришлось принять гипотезу академика Коршака о том, что вода представляет из себя полимерные структуры. И поэтому анализ производится структурных изменений вот этой полимерной решетки. В этой разработке принимала участие моя супруга, химик Юлия Воронцова, которая работала вместе с академиком Коршаком. И теоретически, так сказать, это построено на хорошей такой академической базе. Кроме того, совершенно недавно французский ученый Де Жен получил Нобелевскую премию за открытие полимерной теории воды. Значит, он уже подвел эту разработку до уровня теоретического обобщения. Но он же Де Жен и сказал о том, что теперь необходимо построить конструктивную модель вот этой полимерной решетки воды. А вот этой задачей, собственно, мы и занимались, мы довели это до приборного исполнения. Но у вас ведь есть и еще интересные работы по теме вода. Да. Значит, по теме вода мы сейчас практически разрешили задачу разработки метрологических параметров воды. То есть вы мне можете принести, допустим, 10 видов воды. Одна вода пусть будет облученная руками, другая вода каким-то другим образом приготовлена. И я могу проанализировать все эти 10 структур воды и сказать, какая вот из этих структур является наиболее близкой по своей совместимости, по генетической структуре к человеческой клеточной воде. И здесь скрылась такая очень важная деталь, которая для медицинских приложений имеет самое первостепенное значение. Значит, открылась возможность контроля именно той воды, которая наиболее совместима вашей генетической структуре. Когда живое существо находилось в стадии эмбрионального
развития, то биохимия матери была перенесена на кислотно-щелочную реакцию вот конкретно вот этого человека. Вот можно восстановить вот этот код биохимической совместимости, привнесенной в материнской утробе. И тогда можно предложить 40 разновидностей воды и указать, какая из этих разновидностей для вас наиболее является приемлемой.